Друзья, всем доброго утра и отличного дня. Сегодня мы с вами посмотрим на танк, который в продаже на этой неделе. Это британская ПТСАУ 8 уровня Turtle Mark 1, то есть черепаха. Поговорим более подробно, так сказать, об этой машине. Посмотрим на нее, ну и ответим, конечно, на вопрос, кому она в принципе может быть нужна. Оттого присаживайтесь поудобнее, берите кофеек, чаек. Я вот, как видите, тоже себе кофейку сделал. Так сказать, с постели сразу в работу, да, для вас. Так что садитесь поудобнее, мы начинаем. Turtle это у нас ПТСАУ 8 уровня Великобритании. Она очень похожа на наш 9. Вылетела из головы, друзья. Тортойс. То есть примерно того же, в принципе, типа. Это огромная башенная такая рубковая, не знаю. Просто ПТСАУ с рубкой, у которой нет башни. Оговорился немного, да. Имеет неплохое, в принципе, бронирование, но есть, конечно, у нее и минусы. Это подвижность, и не такая уж она прямо бронированная, но самое главное ее достоинство — это ее орудие. То есть у нас ДПМ в районе 2912 в стоке. Пробитие, конечно, маловато, 224, но 330 альфа — это довольно неплохо. Эта машина способна продавливать направление при поддержке союзников. Есть кое-какая броня. Я не скажу, что по броне она эталон, конечно, нет. Есть танки с броней гораздо лучше, мы о них сегодня поговорим. Но в целом, если собрать ее вот прям максимально на именно нанесение урона, то есть если возьмем там, так, давайте посмотрим все характеристики, у нее получается ДПМ столько с досылателем уже 3,5, если еще и вентиль сюда воткнуть. И дополнительно к вентилю можно добавить либо турбину, либо закалку, потому что хпшек маловато. То мы получаем ДПМ 3509, 1,7 сведения, 0,34 разброс. Я думаю, прицел улучшенный сюда не надо, а вот закалка как раз зайдет, потому что будет 1520 очков прочности. По маскировке. Видим, что базовое значение 13,2 в стоячем положении, 7,98 в движении. Ну, то есть, короче говоря, маскировка здесь вообще не работает. То есть, это танк прорыва. Надо ехать с тяжами, стоять далеко нет возможности на ней. Конечно, если карта позволяет, что вы можете остановиться на позиции и удерживать ее. Таких карт у нас немного в игре, но тем не менее. Оставайтесь. Если можете ехать с тяжами, едьте. У нее углы вертикалки минус 10 плюс 20, то есть это очень неплохо. По 20 градусов в стороны, в принципе, пойдет, но не эталон. 3,5 ДПМ, зарядка оружия 5,64. А если мы воткнем еще сюда доп-паек, пудинг с чаем британский, то будет итого 5,4, 3,665. Ну, в принципе, по ДПМу, да, она жир, конечно. Жир. Давайте посмотрим, что там у нее по бронированию. Поехали в Collision. Collision модель этой машины выглядит таким вот образом. Видим, что у нее рубка 152 мм, но есть зоны, то есть, которые очень уязвимы. Даже взять центральное положение рубки, да, там хоть и 252 мм, но любая девятка вас уже прошивать будет. Восьмерки, да, некоторые могут не пробивать, но есть вот зона повыше, над орудием справа и слева, там всего 215 мм, 209, извиняюсь, 219. То, соответственно, сюда вас также будут пробивать. Уязвимая, вот тут уязвимый люк мехвода, хотел сказать уязвимая крыша, но там 40 мм, но приведенка супер. Но от арты может залетать больно, конечно. 148 рубка, в нее вряд ли попадут. И есть дополнительные вот стереотрубы, или я не знаю, как это называется, наблюдательные приборы, дальномеры, вот, дальномеры, 20 мм. НЛД рыхлый, 132, бронеплита 215. Стык конкретно 215, то есть уязвимые зоны, если вы стреляете с этим танком, это над башней, ближе к углам. Тут всего 216-217. Это стык бронеплит 218 и, соответственно, НЛД 132. Но благо оно маленькое. То есть на дистанции вы отстреливать можете, вас стрелять вряд ли кто-то сможет пробивать каждым выстрелом. Есть противоаккумулятивный экран. Бортом тоже, кстати, может отбивать довольно неплохо. Очень даже неплохо может отбивать бортом. Я ее сравниваю с ТС-5. Она такая же ДПМная, это американская ПТСАУ, но по броне у ТС-5 она гораздо круче. Поэтому, друзья, если у вас есть возможность приобрести ТС-5, я советую всем вам подождать и взять все-таки ТС-5. Но если вы горите тем, что вам нужно прокачивать британский экипаж, можно взять, в принципе, и черепаху, но
Если ее сравнивать с другими премиум ПТ Великобритании, то, конечно, GSOR 1008 будет на порядок круче и интереснее этой машины. Поэтому кому она нужна, ну, честно, я не знаю. Я считаю, это не тот прям танк, на который стоит тратить деньги, потому что геймплей на ней будет скучный. Вы будете в очень маленьком количестве боев настреливать большое количество урона, потому что чаще всего вас будут крутить, вертеть, и, ну, вы сами понимаете. Поэтому давайте посмотрим сейчас бой и поговорим более детально. Поехали в бой. Бой у нас сегодня на карте Монастырь. Играет игрок, у него трофейный досылатель, вентилятор и обычный турбонагнетатель. Ник у нашего сегодняшнего героя BRZIG1901. Видим, что он на этом танке довольно часто катает, у него уже 2 отметки на ней, играет с дополнительным пайком и с дешевой ремкой и аптекой. То есть принимает решение сразу, я так понимаю, ехать в ТТ-позицию. Как мне кажется, бой я, как всегда, друзья, не смотрел, чтобы мои впечатления были реальными, скажем так, в реальном времени, да. Видим, что скорость у машины 23-24 км в час. Я думаю, ТС-5 будет американская, примерно такая же по динамике. У меня нет, опять же говорю, ни того, ни другого танка, но со стороны первое впечатление это, вот это конкретно, это скучно. Есть, конечно, игроки, которые любят такой геймплей, но я не из таких. Я вообще терпеть не могу медленные танки. В принципе, моделька машины выглядит довольно прикольно. Обвешена всякими сетями, пулеметами, баками. Прикольно, прикольно выглядит. Пройдемся по его снарядам. У него базовое пробитие 224 мм, скорость полета 792 метра в секунду. И голдовый подкалибр, там уже 253, скорость 991. Ну, подкалибры, конечно, не самые быстрые. То есть таким подкалибром это не намного быстрее ББшки. Особо, в принципе, попадать по движущимся целям не будет намного легче, чем ББ. Немного я, друзья, промотал реплей для того, чтобы просто вы не уснули за просмотром того, как черепаха едет на позицию к атаке, потому что танк действительно медленно, видит тигр, сразу сходу цепляет его правой кнопкой и начинает разминать. Благо, пушка довольно неплохо стабилизирована, он второй шот уже забрасывает. Так, интересно, куда его тигр пробил? Так. Не видно, к сожалению. Разминает он тигра, уже 1000 урона есть, 1200. В таком бою, где много семерок, то есть видим, что у него сетап не самый сложный, то есть его забросило к 8-7 уровням. В таком сетапе она, конечно, может действительно божить. Разминает 3/4 от ДПМа. ДПМ у танка реально лютый, 3,5. Это жестко. На 8 уровне ты можешь просто ехать и всех давить своей вот толщиной. Броня, как видим, отбивает. 440 он танканул. 2 непробития. То есть, в принципе... Если вы любите геймплей медленных танков, там Т-110Е3, Т-95, здесь просто вы должны понимать, что броня будет не настолько крутая, конечно, но в принципе ехать и валить пацанов можно. Можно без каких-либо проблем. Бедный ВК-101П встречает на своем пути эту ПТшку, и она его просто разгрызает на части. Он абсолютно ничего сделать, конечно, не может, потому что здесь перезарядка там в районе 5,5 секунд, это, ну, это жестко, 330 альфы. Я вам напоминаю, друзья, если вам нравится контент, ставьте лайк, делайте подписку на канал. Если есть желание помочь каналу в развитии, есть Patreon. Нас уже 105 человек. Уже, по-моему, даже 106. Друзья, я вас поздравляю всех и благодарю отдельно за то, что вы подписываетесь. Мне очень приятно, потому что буквально месяц назад на канале было всего 4 подписчика, сегодня уже 106, и ты такой заходишь и такой: о, круто, круто, что ценят люди, пишут, ставят лайки. Спасибо вам большое, реально низкий поклон. Я уже говорил в прошлом ролике, то, что по каналу есть большие планы, будем развиваться. В новом месяце будет небольшая перестановка в комнате, добавятся стримы. Стримы будут, я думаю, что и танковые обязательно, конечно же, но и другие игры будем тоже смотреть. Если у вас будет желание, будем решать, что будем показывать. Понимает он то, что основные силы противников прорвали пляж, то есть там никого нет, в центре много танков. По ХП они, то есть команда зеленых выигрывает, у команды противников ХПшек поменьше будет. Но нужно что-то делать. Я, наверное, друзья, сейчас еще немножко вам мотну реплей, потому что, ну, реально, такие реплеи, я понимаю, мне кто-то из ребят писал, то, что они довольно скучные. Если сейчас не будет никакого прям геймплея, да, придется немного промотать. Видит, светится ВЗ-120 FT. Хорошая ПТ, у меня, я сам владелец этой китайской ПТ-САУ. Очень классный танк, тоже ДПМный. 440 альфа, 8 секунд перезарядка, тоже ДПМ, там 3 с копейками, точно не помню, врать не буду. Но прям лютая машина, имеет маскировку, все такое. Ну, конечно, пушка косовата. На дальней дистанции с нее особо не покидаешь, к сожалению. Принимает решение остаться на балконе. В принципе, это правильно. Есть подсветка от Е25. Но, тем не менее, у него самого обзор далеко не самый печальный. То есть, видим, что обзор максимальный, в принципе.
2700 урона он набросал, 760 оттанчил. Очки прочности у него еще есть, то есть из 1400 у него есть 1150. Я не знаю насчет конкретного выбора оборудования, то есть досылатель, вентиль это правильно абсолютно, а вот турбонагнетатель, ну блин, она и так медленная, турбина не сильно, как по мне кажется, ну, поможет этому танку. По перкам экипажа мы с вами не поговорили. Я думаю, правильный выбор перок это будет, как обычно, боевое братство, ремонт, ну, потому что танк близок к тяжелому. Качать на ней маскировку я смысла не вижу. То есть, ну, вот такие вот кустовые позиции у вас, ну, на ней держать, она же светиться будет постоянно, огромная машина. Залетает ЛТ. 1375, отъезжает на 15 метров от кустов. Не попал в броню. Ну, конечно, 1375 это бронированная машина. Если у вас есть такие же моменты с ЛТшками, ставьте лайк. У нас буквально вчера такие моменты были. Во взводе мы с друзьями катались. Что я думаю конкретно об этой машине? Я думаю, вы же для этого смотрите видос. Я думаю, она не для всех, это во-первых. Если вы не любите медленный геймплей, но любите ДПМ, это вряд ли вам зайдет, потому что будете кататься, ну, как просто печалька. Вы видите, какая скорость перемещения машины. Это с турбонагнетателем, то есть отнимите еще 5 км в час. Это вообще печаль и ужас. Светится Су-122-44 в ухе. Нужно ехать ее разминать. Тоже ДПМный танк. О, отлично, он потерял 380 хп. О, выезжает на него французская ПТ-шечка. Танкует ее. Немного доворачивает корпус. Нужно ее гуслить. Отлично. Перезарядка, благо, позволяет держать танки на катках. Ну, он отсюда уже никуда не уедет. Хотя, немного не повезло с выстрелом. Почти зацепил каток. Сушка стоит в ухе, не едет на него. Правильно, вперед нужно ехать добивать, а сушка стоит под... Сушка его выслит, нужно проезжать, потому что сушка может его закрутить, и это будет очень печально. Ставит на гусеницу француза. Нужно ехать ближе к французу однозначно, убивать его и разворачиваться здесь. Если сушка загуслила бы, это был бы конец для него, потому что сушка тоже очень ДПМная машина. Бронепробития у Су-122-44 не хватит, чтобы его пробивать. 4 фрага есть, счет у нас 10-11, набито уже 4000 урона, 1600 натанковано, то есть мы видим, что в таком бою машина способна, в принципе, держать удар. Извиняюсь, друзья. Способна держать удар. Я все же думаю, что танк подойдет не всем. И если выбирать между танками, на которых можно прокачивать экипаж в Великобритании, я бы выбрал все-таки GSOR 1008. Это на 4 снаряда барабанщик, у которого есть хорошая динамика, классный барабан, конечно, с долгим жутким КД. Но, тем не менее, можно ехать просто с тяжами, выдавать барабан и прятаться. Здесь же, конечно, есть лютый ДПМ, но вот эта вот подвижность, она лично меня не радует. Поэтому я ее к покупке не советую. Если хотите купить себе подобную ПТшку, дождитесь ТС-5. Если оно, конечно, вам не горит. ТС-5 будет на порядок лучше. Либо возьмите забоны Т-103, тоже лютая тачка, хорошая, ДПМная. Не для всех, опять же, там огромная коробка, в башне что-то есть, но там хотя бы есть башня, есть подвижность, это уже важно. И многим зайдет. Подъезжает ВАЗик к нему в спину. Не успевает ВАЗик подъехать, будет они стреляться. ВАЗик его пробивает, 230 очков прочности у него остается. ДПМ у них примерно похож, если ВАЗик пробьет еще раз, это будет конечная. Вот, ВАЗик не пробивает кумулятивом. Странно, там хорошее кумулятивное пробитие. ВЗ пытается убежать. Отлично, ставит его на каток, разворачивает рубку. Ну все, ВЗ умер. Ошибся и умер. Клинчеваться с такими ПТСАУ не нужно. У них очень хороший наклон. То есть в упоре вам будет довольно трудно пробивать это все. Ну, конечно, если вы знаете куда, то есть уязвимые зоны, вот эти вот дымовые гранаты, это вот здесь эта плашка, которая пробивается, плюс вот эта балка 200, сколько она там, 210, да, мы смотрели с вами на коллижн модели. Засвечивает его Пантера, он остается один против троих, 6 фрагов у него уже есть. Я не знаю, опять же, друзья, будет ли здесь победа, давайте посмотрим. Танк очень медленный, закрутить его не составит никакого труда, если правильно выехать. Он видел, что светился ИС в спине. На базе. ИС так быстро приехать, конечно, не сможет, но он светился уже довольно давно. Так что, в принципе, он может быть уже где-то здесь, если, конечно, он поехал. Дает блайнд по Пантере. Пантера решила поехать на базу, это ее главная ошибка. Он сейчас спокойно сведется и выстрелит. Не везет, сходу не попадает. Обзор у него топовый на машине, то есть поэтому он способен был прокинуть и засветить Пантеру. Грузит сразу голдовый подкалибр.
Мы с вами уже говорили о том, что когда вы остаетесь один или вам нужно стабильно наносить урон, сразу грузите голду, не сомневайтесь. Это очень важно, потому что каждый ваш выстрел будет иметь цель для того, чтобы просто получить урон. И это очень важно в том плане, то, что когда вы остаетесь один или соперники выигрывают, но вы можете в очень большом количестве ситуаций вы способны переломить ход сражения. Запомните это. Стреляя голдой, вы будете каждый выстрел выбивать из противников урон. И это важно. Это действительно важно. Все статисты, когда остаются соло, если они там фармят, например, фармят они же, соответственно, вы же понимаете, что они на голде. Когда остаются один там в несколько противников, в 99% случаев они грузят сразу голду. Потому что это правильно. Голда — это ваша эффективность. Если вы будете делать все правильно, эти снаряды помогут вам разобраться с ситуацией. Так что не забывайте об этом. Я думаю, сейчас я немного вот все-таки в этом моменте, да, я промотаю немного для вас реплей, потому что здесь, ну, действительно он будет кататься очень-очень долго, я думаю. 3 минуты до конца боя. Давайте посмотрим, чем это кончится. Подъезжает он уже к позиции. Балкон возле базы противников. Посмотрим, засветит ли он здесь ИСа. ИС не светится, он принимает решение спускаться вниз. Это абсолютно правильно, нужно ехать. ИС, как мы видим, фуловый, то есть, в принципе, это неприятно. То, что у нас осталось 230 очков прочности, ИС фуловый. И плюс еще есть артиллерия. Крыша у нас 40 мм. Мы знаем это, то что фугас от арты может сразу поставить точку в этом бою. Так что нужно играть максимально грамотно. И светился вот в этой зоне за камнем. Возможно, он АФК. Такое тоже может быть. Но пока мы его не видим. То есть не ясно, куда он уехал. Он может быть и справа. Ага, он на захвате. Вообще странная максимальная ситуация, то что танк поехал на захват, минута 28, медленная ПТ-САУ, то есть нужно ехать однозначно в центр, высвечивать и убивать. Если сейчас станет второй танк на захват, это для него конечное. Интересно, чем это закончится сражение. Видно, что остается 2 минуты до конца боя. Если здесь будет победа, это будет жестко на самом деле, потому что, ну реально... Он еле-еле едет. Минута 0,4 до конца захвата. Минута 47 до окончания боя. Ну, друзья, пишите ваше мнение. Можете прямо в этом моменте поставить бой на паузу, написать, чем он закончится, каким раскладом. И потом посмотрите окончание. Мне тоже интересно. Я уже здесь проматывать не буду. То есть, мало ли, вдруг тут где-то ИС сбоку стоит. Сейчас его разрядит, и все, и на этом конец. Конечно... Не знаю, как у вас, но у меня вот такой геймплей просто угнетает. Начинает сразу дергаться глаз. Игрок абсолютно грамотно действует. Светится ИС в центре вообще. Что ты здесь делаешь, дедушка? Что ты здесь делаешь? Артиллерия на захвате, мы это знаем. 20 секунд остается до конца боя, до конца захвата точнее. Ему нужно сбивать захват с артиллерии однозначно. Арта может его убить, вон светится ГВ. Нужно ее убирать первым делом, первым выстрелом. Отлично. Не попал в броню. Это же бронированный танк, а вы не знали? Будет разминать ИСа. ИС его не пробивает. То есть от ДПМа, конечно, он ИСа перестреляет однозначно. Не попадает критический урон. Можно было не целиться в гусеницу, просто стрелять в НЛД, в ЛД и все. 175 бронепробития не хватит, чтобы пробить эту ПТшку. ИС даже не старается зарядить голду. Вот светится ГВ. Спокойно сводится. Отлично. Таким точным филигранным шотом ставит точку и одерживает победу. Если понравилось, палец вверх, подписка и комментарий. Пока-пока, до новых встреч.